Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 21 октября. Сегодня у нас с вами суббота, выходной день. И вы знаете, сегодня достаточно будет прекрасный, чудесный и, вы знаете, такой вот спокойный день. Да, будут какие-то определенные моменты, где-то у кого-то будут сегодня взлеты, немножко у кого-то будут падения. Но если вы правильно будете понимать и осознавать, почему это происходит в вашей жизни, то вы знаете, все будет прекрасно и чудесно. Сегодня на протяжении дня, в любое время, когда вам будет удобно и комфортно, обязательно откройте окно и скажите магические слова. Эти слова вам помогут в жизни. Давайте с вами разбираться, что же сегодня у нас с вами за день, 21 октября. Итак, 21 октября, друзья, суббота, 7 и 8 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Козерог. Итак, что же сам по себе этот день несет? Ну, во-первых, сегодня день у нас с вами решительных поступков. И поэтому, если вы давно хотели что-то осуществить, что-то сделать, принести что-то новое, важное, интересное в свою жизнь, обязательно сегодня в этот день можете совершать. Возможно, вы давно хотели признаться в любви. Возможно, вы давно хотели что-то изменить в своей жизни. Делайте, пробуйте в вашей жизни, обязательно это будет получаться. Также сегодня хорошо очищаться огнем. Благо сегодня суббота, попробуйте сегодня, если в вашем регионе более-менее нормальная погода, даже если и настоящая осень, выезжайте на природу, возьмите просто разожгите огонь, возьмите, испеките картошку, какие-то овощи, любите мясо, тогда что-то из мяса, колбасы, возможно. Но сегодня очень важно именно соприкасаться с энергией природы и соприкасаться с огнем. Возможно, в вашем регионе уже холодно, и вы в своем доме именно отапливаете печью. Обязательно созерцайте сегодня, как огонь горит. Почему? Потому что в этот день огонь имеет очень важное значение, он даже энергетически сегодня очищает. Да, огонь всегда он очищает. Кто работает с огнем, знает о том, что он как созидает, так и может и уничтожать. Да? Те же, если мы говорим о созидании, мы можем созерцать, с вами смотреть на огонь, любоваться ним, но и также огонь, когда он может и натворить дела. Поэтому, пожалуйста, старайтесь сегодня на протяжении дня все-таки работать с огнем. Если вы живете в современном мире и у вас нет ни рядом ни печки, нет возможности выехать, возьмите, просто зажгите свечу. Есть церковная свеча, зажгите церковную свечу и просто созерцайте, просто смотрите на то, как огонь горит. И таким образом вы, возможно, в этот момент, когда будете проводить эту практику, в вашей жизни, возможно, откроется новый этап или то, что, возможно, вы ранее не замечали. Также обращаем ваше внимание, что в этот день любые нерешенные задачи, которые вы откладывали ранее, сегодня могут особенно остро встать перед вами, а забытые какие-то проблемы могут напоминать о себе. Поэтому, если у вас будет сегодня такое, вы должны понимать, осознавать, что это все из прошлого. То есть вы ранее не решили этот вопрос, вы не закрыли этот вопрос, и вот он сейчас именно, знаете, проснулся и пытается вернуть на круги своя. Также сегодня, как мы уже сказали ранее, сегодня достаточно активный день, но сегодня могут у некоторых людей происходить какие-то непредвиденные события. При этом это события, которые вас достаточно сильно удивят. Поэтому все-таки сегодня старайтесь держать, знаете, как бы руку на пульсе и контролировать все то, что происходит в вашей жизни. Также в этот день могут происходить какие-то внутренние изменения, которые, возможно, предполагают отказ от чего-то достигнутого. Здесь все зависит от вашего внутреннего состояния. Возможно, вам необходимо умерить свои сейчас амбиции. Возможно, перестать переоценивать свои силы, и, возможно, вам нужно уделить внимание своим каким-то недостаткам. И вот критический взгляд на свои поступки и планы поможет вам выбрать обязательно верный путь.
У многих людей сегодня будет происходить обострение восприятия, потому что сегодня в нашем организме включаются тончайшие энергии, которые будут, знаете, вот заставлять, чтобы тело и наше сознание, наши мысли проходили определенные трансформации. Поэтому, если в вашей жизни что-то будет из этого, не стоит бояться, принимайте и тут же анализируйте, думайте, как вы что можете исправить или сделать. Что же касательно бизнеса и денег, то сегодня вот касательно вот бизнеса, денег будет большое напряжение. Оно связано будет и с стрессами, и с отношением, возможно, в коллективе, с людьми. Все это будет нестабильно. Да, кто-то скажет о том, о чем вы говорите. Сегодня выходной день. Но еще раз повторимся, мы с вами, нас слушают во многих странах мира, и в некоторых странах сегодня официальный рабочий день, а у кого-то и в воскресенье официальный рабочий день. Поэтому, пожалуйста, не нужно бурчать и говорить о том, что как это вот так, сегодня выходной. Да, если мы говорим про некоторые страны, то это сегодня выходной, но мир наш не стоит на месте, и разные всевозможные моменты это мы учитываем. Что же касательно судебных каких-то дел, тяжбы, то сегодня все шансы на то, чтобы все решалось именно в вашу пользу. Также сегодня неблагоприятное время для работы с большими денежными потоками, поэтому лучше решать сегодня только какие-либо мелкие финансовые вопросы. На что-то глобальное сегодня не стоит располагать. Что же касательно здоровья, то сегодня хорошо голодать, заниматься очищением организма. Следует обратить внимание на свой желудок и периферическую нервную систему. Также сегодня, к сожалению, критический день для тех людей, которые ведут сидячий образ жизни. Поэтому все-таки, если вы из таких людей, постарайтесь сегодня уделить внимание хотя бы немножко пробежки или, по крайней мере, часик-другой пройтись по парку, заодно и посозерцать и посмотреть, что же происходит вокруг вас. Также обращаем ваше внимание, что сегодня самая или даже легкая простуда, которая возникает в этот день, может представлять для вас серьезную угрозу, поэтому необходимо в этот день проводить профилактические меры и не оказываться в ситуациях, когда можно чем-то заразиться. Что же касательно стрижки волос, то стрижка даст вам долголетие, хорошее здоровье и сделает вашу жизнь достойной в глазах окружающих. Хотя это вы, возможно, увидите не сразу, но в ближайшие месяцы у вас это получится. На что еще стоит обратить внимание? На то, что сегодня прекрасный день для путешествий, для командировок, для поездок. Также сегодня хорошо заниматься планировкой своего дома и также перестановкой мебели. Это особенно тех касается, кто сегодня занимается уборкой и вот решил немножко поднять себе настроение и поменять, сделать перестановку мебели. Вы знаете, когда люди делают перестановку мебели, это говорит о том, что человек хочет, чтобы в его жизни происходили изменения, и он их уже интуитивно, вот на этом подсознательном уровне приглашает в свою жизнь. Также сегодня обращаем ваше внимание, возможны какие-то неожиданные повороты событий, конфликты, а также чрезвычайные ситуации. Что же касательно общения с начальством, то если вы сегодня общаетесь, то только, пожалуйста, обсуждайте какие-то мелкие, небольшие вопросы. Что-то глобальное, кардинальное сегодня в этот день не стоит обсуждать и говорить. Что же касательно смены места работы, сегодня можно обдумывать переход на новую работу, но вот сам процесс как активное действие лучше все-таки перенести на другой день. Если мы говорим с вами о недвижимости, о покупке, продаже или обмене, то сегодня прекрасный день для операций с недвижимостью. На что еще стоит обратить внимание, касательно выяснения отношений, то сегодня лучше воздержаться от любых споров, необходимо постараться умерить свои амбиции. Также сегодня благоприятный день для зачатия. В этот день не рекомендуется вести сидячий образ жизни. В этот день хорошо заниматься, как мы уже сказали ранее, и уборкой, и планированием, и перестановкой мебели. Поэтому, если у вас есть такое желание, занимайтесь, делайте, все пройдет удачно.
Сны в этот день довольно часто оказываются пророческими. Во сне вы можете получить намек или подсказку о вашем истинном предназначении в жизни, совет, чем все-таки вам надо заниматься. Поэтому, если такое приходит у вас во сне, все-таки нужно обдумать. И теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел на этот день, 21 октября. И вы знаете, карта, которая выпала на этот день, звучит следующим образом: «Бесстрашно идите вперед». Эта карта нам говорит о том, что вы находитесь сейчас, в данный момент, на верном пути, и ваши планы, все то, что вы задумали, обязательно сбудутся. Но вам нужно сохранять добрые намерения в вашем сердце и стараться делать те шаги, которые приведут вас вот к тем целям, к чему вы изначально стремились и хотели. Также сейчас важно для вас действовать, не имеет значения, насколько маленьким и незначительным на первый взгляд будет это действие. Главное идти к желанному результату. Также, если вы запутались или вы не знаете, как вам дальше двигаться, что вам дальше делать, возьмите сегодня на протяжении дня, скажите следующие слова: «Пожалуйста, Архангел Михаил, покажи мне следующий шаг». И вы знаете, в этот день обязательно придет вам помощь. Она может прийти через какие-то знаки, подсказки, даже может прийти через определенных людей. Также это время нужно вам защищать и поддерживать будут вас во время каких-то значительных жизненных перемен. Также, если вы сегодня оказались в какой-то не очень хорошей ситуации для вас, оставляйте ее, не тяните за собой. Многие люди что-то боятся, стесняются, а потом, когда приходят в их жизни не очень хорошие ситуации, даже не знают, что делать. Также, если в этот день у вас начинаются отношения, они должны быть только с открытым сердцем и добрыми помыслами и мыслями. Если где-то ложь, неправда, то учтите, что такие отношения в ближайшем будущем просто закончатся, потому что для таких отношений нет места. И молитва, которую мы рекомендуем в этот день вам читать, посвященная Архангелу Михаилу, звучит следующим образом: «Спасибо, что сопровождаешь каждый мой шаг, держишь меня за руку, даешь мне уверенность и мужество, и направляешь мои мысли и действия к любви и моей истинной жизненной цели». Друзья, эти слова молитвы мы с вами оставим в описании к этому видео, поэтому обязательно постарайтесь эти слова произнести именно в этот день, 21 октября. Ну и как мы сказали, сегодня очень важно, чтобы вы открыли окно в любое время, когда вам будет удобно, и сказали следующие слова: «Бог милосердный, знаю я, милостью своей ты меня не оставишь, в горе не покинешь, все одолеть поможешь, в беде подсобишь, помощь мне дашь, под власть твою себя отдаю, на помощь божескую надеюсь, уповаю. Отринь беды от меня, молю тебя, дай мне силы, дай мне дорогу ровную, путь гладкий, без боли, без невзгод, а со счастьем по пути. Молитвою тебя восславляю, помыслы свои тебе лишь направляю, Богу лишь власть над собою даю, промыслом Божиим живу». Да, возможно, слова большие, но вы можете открыть свой телефон, открыть окно и прочитать эти волшебные слова. Друзья, вот такой у нас с вами день, 21 октября. Мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогут на протяжении всего дня. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся уже буквально в следующем видео.